Привет, друзья! Сегодня будем делать мой самый, вот прям самый любимый десерт – крем-брюле. Нежнейший ванильный крем под хрустящей, обожженной карамельной корочкой. Это очень вкусно. Когда я бываю во Франции, почти каждый ужин завершается у меня этим десертом. И везде его готовят по-разному. Где-то вкусно, где-то нет. Так здорово находить какой-то идеальный вариант, запоминать место, чтобы по возможности туда вернуться. Но еще лучше приготовить крем-брюле дома. И это совсем несложно, а вариантов вкуснее, чем домашний, собственноручно приготовленный десерт крем-брюле, вкуснее варианта просто не существует. Поехали! В глубокий ковш или небольшую кастрюлю наливаем жирные сливки, добавляем сахар, треть всего количества, и немного соли. Все хорошо перемешиваем и на умеренном огне доводим до кипения, но кипеть при этом не даем. В процессе все периодически перемешиваем, чтобы сливки не подгорали. Как только появятся первые пузырьки, снимаем сливки с огня, и теперь необходимо сделать их ванильными. Для этого лучше всего подойдет стручок ванили, но если стручок не нашли, можно использовать ванильный экстракт или ванильный сахар. Разрезаем стручок на две части, с помощью ножа извлекаем семена, проводя лезвием по всей длине стручка, и отправляем их в горячие сливки. Туда же вслед за семенами отправляем и сам стручок. Накрываем пленкой и оставляем минут на 15. После этого сливки нужно снова вернуть на огонь. Но перед тем, как это сделать, нужно смешать желтки и оставшееся количество сахара. Делаем это с помощью венчика, но стараемся очень сильно массу не взбивать. Просто тщательно перемешиваем, она должна стать однородной и слегка посветлеть. Вернув сливки на огонь, снова доводим их до кипения и снова не даем кипеть, и опять же хорошо перемешиваем, чтобы ничего не подгорало. И в очередной раз, как только появляются пузырьки, снимаем сливки с огня, и теперь необходимо ввести их в желтково-сахарную смесь. Для удобства смочите бумажное полотенце и подложите его заранее под миску с желтками, чтобы не пришлось ее придерживать. Сначала вливаем небольшое количество, быстро перемешиваем и аккуратно доливаем оставшуюся часть, также не переставая перемешивать. При этом венчик используем для тщательного перемешивания. Стараемся сильно ничего не взбивать, чтобы не образовывалось большое количество пены. Она и так останется на поверхности, и для более красивого десерта ее необходимо будет удалить с помощью обычной ложки. Полученную смесь необходимо разложить по формочкам, уже порционно. При этом они могут быть как большими, так и маленькими. Я больше люблю использовать формочки поменьше, на мой взгляд, так десерт выглядит эстетичнее. Но одними только формочками дело не обойдется. Десерт нужно готовить на водяной бане. Для этого берем противень или большую форму, помещаем в нее бумагу для выпечки. Это необходимо, чтобы вода не кипела и ни в коем случае не попала в десерт. Заполняем формочки где-то на 3/4. Для того, чтобы смесь было удобно разливать, можно использовать половник или вовсе перелить ее в какой-нибудь небольшой кувшинчик или использовать какую-то другую емкость с носиком. Распределив всю смесь, заливаем в форму кипяток, заполняя водой противень или форму до трети высоты формочек. Делайте это очень аккуратно, чтобы вода ни в коем случае не попала в десерт. Залив воду, отправляем форму в духовку, предварительно разогретую до 165 градусов. Готовится крем-брюле 20-25 минут. Это, конечно, зависит от размера формочек, а также от того, какой консистенции вы хотите в результате получить десерт. Если готовите чуть меньше, десерт получается таким более кремовым, слегка жидковатым. Готовите дольше, он получается более плотным, густым, как пудинг. Если формочки берете повыше или пошире, сами понимаете, десерт будет готовиться чуть дольше. В любом случае, чтобы десерт получился очень нежным, он должен схватиться сверху, у краев, а внутри, в серединке, должен остаться таким немного плавающим, должен слегка колыхаться, будто желе. Тогда в результате и получится тот самый нежный, тающий во рту крем. После духовки даем крему полностью остыть при комнатной температуре и отправляем в холодильник на 3-4 часа, где он должен полностью схватиться и хорошо охладиться. И уже после холодильника перед подачей необходимо создать сверху ту самую хрустящую, обожженную карамельную корочку. Для этого посыпаем поверхность крема сахаром. Можно использовать как белый, так и коричневый сахар. Мне больше нравится с коричневым, так как корочка получается более карамельной. Излишки сахара стряхиваем и также аккуратно убираем с краев. И вот тут возникает главный вопрос в приготовлении этого десерта. Как расплавить сахар и получить сверху ту самую хрустящую карамельную корочку? Проще всего сделать это с помощью горелки. Не горилки. Горелки.
Где ее взять? В интернете можно найти много магазинов, которые продают специальные кондитерские газовые горелки. Но стоят они достаточно дорого, и в комплекте с ними часто идут дополнительные формочки для крем-брюле. Мне эти формочки были не нужны, и платить лишние деньги тоже не хотелось. Поэтому свою горелку я купил в спортивном магазине. Обычная маленькая горелка, насадка на газовый баллон, имеется регулировка пламени. Единственное, пламя это может быть достаточно сильным, поэтому дома пользоваться ей нужно очень аккуратно. И если вы еще ребенок, значит нужно делать это под присмотром взрослых. Помните, что спички и горелки детям не игрушка. Вместе с баллоном эта горелка стоила мне 800 рублей. Дешево, как говорится, и сердито. В описании я обязательно оставлю ссылку, если вдруг вы захотите купить себе точно такую же. Сразу делаем пламя минимальным и легко плавим сахар. Происходит это в течение нескольких секунд. Второй способ, который часто можно найти в качестве рекомендации в интернете, это отправить крем-брюле в духовку под мощный гриль, разогретый до упора до 240-250 градусов на 5-7 минут. Проблема здесь может быть в том, что к тому моменту, когда расплавится сахар, разогреется и сам крем, что поменяет его текстуру, а это само собой нежелательно. В общем, выбирать все-таки вам, но мне способ с горелкой нравится гораздо больше. Перед подачей можно также украсить десерт какими-нибудь свежими ягодами и немного присыпать сахарной пудрой. Совсем слегка, с какой-нибудь одной стороны, ни в коем случае не засыпайте карамель полностью. Ну а дальше разбиваем карамельную корочку ложкой и получаем удовольствие. Все. Вы меня потеряли. Я больше ни о чем другом думать просто не могу. Это невероятно вкусно. Подробный рецепт, как всегда, в блоге. Ссылка под видео, там же список ингредиентов. С вами был Саша, Cooking Time. Пока-пока. Пойду есть.